Один друг у меня, бывший коммунист, говорит, марксизм-ленинизм научил, что партия, газета, а потом революция. А в Египте оказалась революция, потом партия, а потом может будет газета, может не будет. Народ в Египте решил вернуть свое человечество, свое право решать свою жизнь и судьбу. И не только в Египте, это видно, феномен по арабскому миру. Мы видим, началось в Тунисе, в Египте, в Йемене мирная революция, в Сирии мирная революция против тоталитарных режимов. Прошу, это... Так, то дальше. Пусть все-таки договорит. Да, и в Ливии тоже мирная революция. Ну так, либо я... Хач Али, пусть он скажет, потом... Да. Я не буду молчать, что бы ни сделали, когда будут какие-то вот перешагать вот регламент. Да я вас не буду перешагать, но по-моему, ваши коллеги сюда пришли... Я не вижу там просто мирного, ничего мирного не вижу. Хач, потом скажешь, когда тебе дадут слово. Я думаю, что все мы здесь, коллеги, пришли для того, чтобы мы вам говорили свою точку зрения, а вы с нами обсудили. Мы здесь не на политический дебат, чтобы каждый доказал, что он прав. Вы прав, товарищ Ахмед, господин Ахмед, вы прав всегда. Я с вами против вас не пойду. Но дайте мне договорить, можно? Что происходит сегодня в Египте? Египет, после того, когда убрал глава режима, который на 30 лет сидел, много аналитиков говорили о том, что это конспирация, это США организовали революцию, это Израиль вообще-то выступали против Мубарака, хотели его убрать, чтобы делать перемены в их интересах, я не понимаю это как, и так далее. И обвинили эту революцию о том, что это просто американский западный план. Но то, что мы видим сегодня в Египте, то, что мы видим, что образуется уже конкретные политические направления, партия пытается создавать демократическое, гражданское государство, то, что мы видим, что при таких условиях был действительно договор и удалили палестинский конфликт, который 4 года все стороны, все силы со всего мира пытались это удалить, но благодаря атмосфере в Египте, благодаря мужеству палестинцев, это удалено уже. Дело в том, что те революции, которые сейчас происходят в арабском мире, и они называются, если я не ошибаюсь, весной арабских народов, совершенно справедливо, кстати говоря, их очень характерная черта заключается в 2 вещах. Первое – это составной, сложный характер этих революций. С одной стороны, это бунт, мятеж, восстание, скажем так, низов, не вкладывая никакого негативного смысла в это слово, то есть простого народа, бедного, нищего, которому просто-напросто кушать нечего. А с другой стороны, это так называемые цветные революции, а именно такие революции, при которых одни элитные группы отымают власть и собственность у тех элитных групп, которые засиделись у власти. Все очень просто. И, кстати сказать, в Египте уже было несколько попыток таких цветных революций, по меньшей мере 2. До вот этой вот последней, была организация Кифая, которая говорила, что Мубарак должен уйти. Но они на площадь ат-Тахрир не могли собрать более 1000 человек. А вот когда вот это народное восстание соединилось с цветной революцией, произошло соединение пехоты или армии с генералами. В некотором смысле даже буквально с генералами, то есть с теми элитными группами, которым Мубарак и его семейство в Египте, или Бен Али и Тараблуси в Тунисе и так далее, просто-напросто надоели и не давали жить, обогащаться, развиваться. И вот в результате и получается, что та революция, которая произошла в Египте,
она, по сути дела, на вот прошлом этапе, после того, как Мубарака убрали с его места, она, по сути дела, реализовала политику мубаракизм без Мубарака. Потому что первое время военный совет, Верховный военный совет, он делал только то, что задумал президент Мубарак. Имеется в виду судебные процессы над какими-то уж слишком явными коррупционерами и так далее. Потом народ и вот так называемый средний класс, они, в общем, почувствовали себя обманутыми в определенном смысле. Они стали выдвигать новые требования, и среди этих требований, ну, например, я не буду давать полный очерк сегодняшнего состояния египетской революции, например, создание новой конституции, не такой чуть-чуть подправленной конституции, которая сейчас принята в Египте, а принципиально новой. И если очень коротко говорить, каков послезавтрашний день арабского региона, я бы сказал, что это будет шинкование арабского региона. Здесь присутствующие понимают, что означает слово шинковать, это нарезать на мелкие куски, там, предположим, капусту или еще что-то. Капусту в буквальном смысле слова. То есть не исключено, что те государства, которые сейчас в настоящее время существуют, они могут, к сожалению, к большому, распасться. А вот уже на следующий день, послезавтра, будут формироваться новые государства. Ну, это будет не скоро, но все-таки может и быть. Ну, например, да. И во всем этом деле, ну, можно видеть чью-то руку, например, ну, там это американцы хотят сделать, да, или еще кто-то, но, наверное, и американцы хотят это сделать, и хотят это сделать внерегиональные игроки, которых я упоминал, и внутрирегиональные игроки, которые, вы это прекрасно знаете, находятся в достаточно напряженных отношениях друг с другом. Ну, например, всем ведь известно, что отношения между Ливией и Каддафи и Саудовской Аравией были, ну, мягко говоря, очень плохими. Я могу приводить множество других примеров. И получится, что карта родного нам арабского мира через какое-то время, до которого я всем желаю дожить, будет другой. Первый мой тезис заключается в том, что нет страновых революций. Есть одна революция, арабская революция. И это вполне понятно. Закончился 60-летний цикл, когда арабы, которые не имели своего государства, но они чувствовали, что они прежде всего арабы, а потом уже там тунисцы, катарцы там, и так далее. Хотя никогда в истории Катара не было, там Омана не было, там Ливии не было. Вот начался этот процесс 40-е, в 50-е годы расщепления единого тела, да, арабского. И появилось благодаря конструкторам, прежде всего из Лондона, да, вот это то, что мы видим, 22 или 24 арабских страны. Вот сейчас история сделала круг 60-летний, да, каждые 60 лет это происходит, да, в определенном смысле, хотим мы или не хотим. Сейчас начинается усиление вот этой консолидирующей тенденции. Второй момент заключается в следующем. Дело в том, что есть главная тенденция. Это если революция, мы должны сказать, кто является главной движущей силой этой революции. Не надо вот говорить, Кифая, там еще кто-то, демократы, Твиттер и так далее. Это все. Главной движущей силой этой арабской революции является исламский фундаментализм. Умеренный исламский фундаментализм, типа того, что существует в Турции, в суннитском варианте, и в Иране, в шиитском варианте. И не случайно, вот то, что мы в Египте видим, это тоже там 11 февраля, если бы не было прямого указания Муршид аль-Ам, то на улице в Египте не вышло бы 18 миллионов человек. Нет такой силы, даже армия не в силах вытащить такое количество людей. По моим оценкам, на сегодняшний день приблизительно 40-45% населения арабского мира, они поддерживают исламский фундаментализм. Порядка 5-7%
это сторонники джихадистов и такфиристов. Третий момент. Костя говорит, вот революция, а как это, мол, типа того, что получилось так, как получилось? Во-первых, я хочу сказать, революция только начинается, да, она продлится годами, может быть, десятилетиями. Во-вторых, никогда никто революциями настоящими не управлял. Управляет переворотами. Настоящая революция, это некий самостоятельный феномен. Знаете, как можно сказать феномен? Революция играет человеком, а человек играет максимум на гитаре, либо на нервах, да, своего соседа. Революция – это специфический феномен. И вот мы сегодня видим, на самом деле, возьмите любую страну, в арабских странах, вы увидите огромное количество факторов, которые воздействуют. Никто этими факторами не управляет. Теперь момент следующий. Революциями нельзя управлять. Вы не приведете ни один пример, который был бы абсолютно управляем. Но умные стратегии могут приспособиться, а глупые политики не приспосабливаются к революции. И в этом смысле я хочу сказать, да, вот американцы приспосабливаются. Запад пытается приспосабливаться, потому что они уловили этот момент. Американцам очень важно, опять-таки, сделать следующий месседж исламскому миру. В сентябре нынешнего года провозгласить палестинское государство. И это будет исторический шаг, потому что впервые против этого решения не проголосуют Соединенные Штаты. Это не означает, что там реальное государство будет там ближайшие 2-3 года, там 5-10. Но это начнется некий важный процесс. Это будет важный месседж для исламского мира. И это будет важный месседж прежде всего для кого? Для кого очень важно, да, вот палестинский вопрос, да? Палестинский вопрос на самом деле объединяет всех арабов, да? Значит, Фатх поддерживается там саудовцами там, и так далее, прочее, прочее. Хамас поддерживается умеренными фундаменталистами, но всеми арабами. И это, опять-таки, показатель, указание для арабов, что Соединенные Штаты готовы к тем изменениям, которые не только произошли, но и которые произойдут здесь.